От пациентки. Сделайте, пожалуйста, описание МРТ головы с контрастированием, а также в динамике с предыдущим МРТ. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациентки 1981 года рождения, дата исследования 20 сентября 2025 года. В динамике с МРТ от 31 июля 2024 года. Область исследования – головной мозг. Медицинская документация не представлена, анамнез неизвестен. На серии аксиальных, корональных и сагитальных МР-томограмм получены изображения супратенториальных структур и ствола мозга, в Т1 и Т2, ТС, взвешенных изображениях, ВИ, где выявлены следующие изменения. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны до 10 мм, третий желудочек до 4 мм, ИВ и краткая желудочек мозга не изменен. Индекс Эванса 0,28 ранее также. Сформирована киста прозрачной перегородки 43 на 17 на 22 мм, ранее 42 на 16 на 21 мм, с перегородкой в центре. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мастомо-сжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, умеренно расширены. Субкортикально, пара- и суправентрикулярно в белом веществе лобных и теменных долей выявляются немногочисленные гиперинтенсивные на Т2 флейр-очаги, размерами до 9 на 4 мм, без перифокального отека, более вероятно, дисциркуляторного характера. Расширены периваскулярные пространства верхового робина. Краниоспинальный переход без особенностей. Данных за наличие онк и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа, в зоне сканирования, без особенностей. При введении контраста очаги патологической васкуляризации и не выявлены. На отсроченных томограммах накопление контраста без особенностей. Заключение: МР-картина дисциркуляторной энцефалопатии. Рекомендована консультация невролога. 21 сентября 2025 года к М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога к М.Н. Котова М.А. Описание такого сложного исследования, как МРТ головы с контрастным усилением без знания анамнеза, жалоб, результатов предыдущих исследований всегда будет хуже, чем с описания с полной информацией. В целом, можно сказать, что ничего критичного в голове нет, но есть признаки цереброваскулярной болезни, поражение мелких сосудов головного мозга и врожденные особенности головного мозга, кисты прозрачной перегородки. Это все жизни не угрожает, но может давать головные боли, дискомфорт в голове.